Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня в видео обзор боевой машины пехоты американской армии М2 Брэдли от фирмы Trumpeter в 72 масштабе. Это набор 2008 года выпуска. Ссылка на данный набор будет в описании видео. Модель предоставлена на обзор магазином Banggood. Модель в собранном виде составляет чуть более 9 сантиметров. В качестве основного бокс-арта изображена модель в собранном виде и покрашенная. На торцах дано изображение двух вариантов окраски, одноцветный и в камуфляже. На другой стороне также дан камуфляжный вид окраски, только вид сверху, а также краткая историческая справка на английском языке. Теперь перейдем к содержимому коробки. И начну, как обычно, с рассмотрения инструкции. Инструкция выполнена в виде раскладывающегося листа. Состоит она из 10 этапов. На первой странице дана боковая часть боевой машины в камуфляжном варианте, а также показаны условные обозначения, используемые в инструкции. На первой странице изображена схема расположения деталей на литниках и показана декаль с траками и с корпусом. Сборку модели предлагается начать со сборки катков, ленивца и ведущей звездочки с последующей установкой на корпус. Далее предлагается установить задний броневой лист с люком, а также склеить виниловые траки и установить их на катки. Также предлагается здесь схема окраски траков. Внутренняя часть красится в резиновый черный, а внешняя в стальной цвет. Далее идет установка внутренней части интерьера. На данном этапе устанавливаются внутренние сиденья. И далее устанавливаются прочие элементы внутреннего интерьера. Это похоже у нас запасные контейнеры ПТУР, дополнительное сиденье, рация, какие-то рычаги, ящики и прочие элементы. Далее устанавливаются внутренние перегородки, устанавливаются какие-то элементы на верхнюю часть корпуса и собираются обе половинки. Следующим этапом устанавливаются внешние подвесные ящики, люк механика-водителя и прочие элементы. Затем устанавливаются бортовые экраны и фары. На следующем этапе заканчивается сборка корпуса установкой последнего элемента и переходит сборка к башне. Собирается нижняя часть, собирается основное орудие и пулемет, и собираются обе половинки, а затем вешается все внешнее оборудование башни, в том числе и противотанковый ракетный комплекс. И после этого устанавливается башня на корпус боевой машины. На последней странице даны варианты окраски: одноцветный и камуфляжный. Камуфляжный показан со всех сторон, то есть сбоку, сверху и спереди и сзади. Также показаны цвета, используемые при покраске данной модели. С инструкцией все. Теперь переходим к рассмотрению литников. Первым делом посмотрим ванну корпуса. Ванна корпуса отлита достаточно хорошо. На днище нет никакой детализации. Достаточно упрощенно здесь все сделано. Но, к сожалению, сломано немножко. Да, здесь немножко поврежден пластик и сломан один из балансиров. Ну, посмотрим, что можно будет сделать. Ну да ладно. Идем смотрим дальше. Дальше у нас в одном пакете идет 2 литника и еще одна деталь
Это, похоже, туннель, который связывает с башней. Да. Рассмотрим вначале литник с верхней частью корпуса, бортовыми экранами и элементами башни. Здесь уже детализация намного интереснее, чем на нижней части корпуса. Очень хорошо для 72 масштаба пролиты весь шансовый инструмент внешний. На бортовых экранах пролиты петли, болты. И на башне достаточно хорошо все пролито. Каких-либо следов обоя и дефектов незаметно. Сделано все очень качественно. Итак, далее у нас идет литник. Это получается у нас внутренняя часть интерьера. Здесь идет днище, ящики, много сидений. Это перегородка, запасные втулы и прочие элементы внутреннего интерьера. В следующем пакете у нас еще два литника. На одном из литников расположены катки, ленивцы и звездочка. Также запасные траки даны. И на последнем литнике здесь у нас дана задняя крышка с люком. Это у нас получается верхний люк, люк механика-водителя. И прочие элементы. Также дано вот здесь орудие, пулемет и крылья. Второе крыло, вот оно здесь уже выпало отдельно. Также пролито все достаточно хорошо. Следы от толкателей все на внутренних сторонах, так что они будут не видны. Далее у нас идут виниловые гусеницы. Виниловые гусеницы, честно говоря, отлиты слабенько. Гусеницы, которые шли в подобном наборе от Рампетера только для Т-3485, были пролиты более качественно. Даже не более качественно, а более детально. И последнее, что у нас лежит в коробке, это набор с декалями. Декалей дано достаточно много. Присутствует много мелких надписей. Приборная панель, похоже, рации и опознавательные знаки. Декали отлиты хорошо, смещения цветов не видно. В заключение обзора хочу сказать следующее. Хоть это и модель 72 масштаба, но очень интересно, что здесь дана детализация интерьера, причем достаточно на хорошем уровне, учитывая, что это 72 масштаб. Конечно, мелкая неприятность в виде сломанного балансира и немножко здесь повреждена одна из стенок корпуса, но я думаю, это исправимо и будет незаметно после сборки. И простенькие виниловые гусеницы. Больше про этот набор сказать нечего. Мне он понравился, в первую очередь за счет того, что есть интерьер. Всем спасибо за просмотр. Пока.